Жила-была однажды девочка Вокша, которая целыми днями читала новости в ленте. Новости были неприятные, чудовищные и очень утомительные. Устала девочка Вокша от этого говна и решила отвлечься от всей этой жути, поиграв в какую-нибудь игру. Тем более у нее уже накопился большой список игорей, отложенных на когда-нибудь потом. О, вот вроде интересное. Чё-то веселое, про карнавал и развлечения. Самое время отдохнуть, подумала девочка Вокша. Никакого постмодерна, никаких ужасов и сложностей. И с этими мыслями она села играть. И тут до девочки Вокши дошло, что она феноменально не умеет выбирать игры. Всем привет, с вами Вокша. Ну и обзорчик у нас сегодня намечается, я вам так скажу, сложный, наваристый, аж испарина на лбу и обои отклеиваются, вот какой, как старые добрые. Но прежде чем мы коснемся сегодняшнего сабжа, давайте вернемся к истокам. Те, кто смотрит меня с моего самого первого видоса, должно быть помнят такую квестулю, как Dark Eye от студии издателя Inkscape. И если вы случайно так вот получилось, что из этого числа зрителей, то поздравляю, у вас потрясающая кринжеустойчивость. А если вы еще не смешарик, а только новенький, то сейчас я вкратце зарезюмирую, о чем там было. Dark Eye была крайне любопытной и мало на что похожей хоррор-адвенчурой, основанной на 3 рассказах Эдгара Аллана По, где нам каждую историю необходимо было пройти дважды – за убийцу и за жертву. Театрализованность, тема смерти и бесконтрольная шизофрения сопровождала игрока до самого конца и создавала странный, но поистине уникальный игровой опыт. Я лично очень уважаю поигрульки, умеющие закошмарить играющего без использования скримеров, ебак или всяческой гурятины. Этого эффекта не так-то просто достичь. Тут надо иметь вкус и понимание. И на мой взгляд, у ребят из Inkscape все это было. А знаете, что еще у них было? Судя по всему, в 95-м году у них было явное намерение раскрошить мозг игрока в пыль и снюхать его, выравнивая кредиткой со своим логотипом. Любой ценой. И если Dark Eye для этого будет недостаточно, то добьет эту историю тяжелая артиллерия. Игра Bad Day on the Midway, вышедшая этого же числа, этого же месяца, в этом же году. Пау! И эти игры во многом очень похожи. Подчерк Inkscape читается во всем содержимом, и вскоре вы убедитесь в этом сами. Но при этом «Черный день на Мидвее» — это совсем другая игра. В частности потому, что этот квест они делали в кооперативе с музыкальной группой The Residents, авторство которых указывается в полном названии игры. В общем, не один вечер я потратила для того, чтобы познакомиться с творчеством этих ребят, и... В общем, они... В общем, давайте с вами поступим следующим образом. Сначала мы с вами поговорим об игре Bad Day on the Midway. Как нулевые игроки, мы с вами не касаемся, кто там эти чуваки-разработчики, чё, как, кого, почему, мы с вами хотим хлеба и зрелищ. Потом мы с вами поговорим про группу The Residents и посмотрим, почему эта игра такая, какая она есть. И потом мы с вами посмотрим на один небольшой продукт, который принадлежит полностью этой музыкальной группе без участия Inkscape. Она поможет нам связать все детали пазла воедино и все непонятное попонятнее непонятное станет ясным. Итак, поехали! Пожалуй, я начну с того, что Bad Day on the Midway — это крайне обескураживающая игра.
Ахуй — это основное состояние, сопровождающее игрока на каждом шагу прохождения этой адвенчуры, с какой стороны ты к ней не подступись и как в нее не играй. Но чуть позже я попытаюсь защитить перед вами этот сюр и объясню, почему он создан тут намеренно. Игроку, как только он запустит экзешник, сразу же вручают главного героя, мальчика Тимми, впервые обнаружившего парк аттракционов Мидвей. Если переживете пердечный сриступ от несанкционированного овладевания вашим экраном этим пацаном, то можно начинать пробовать играть. Попадая сюда впервые, понять где, что, кто нахуй, как в это играть и что происходит, невозможно. Но понимание это приходит со временем. Экспозиция на этом полностью заканчивается, и дальше игра предоставляет тебя самому себе. Ой-ой-ой, ну ладно, это же парк аттракционов, а не библиотека или мой паблик ВКонтакте, например. Тут наверняка куча всего веселого, эй! И так оно действительно и есть. В этом парке довольно много любопытных штукадрюк, позволяющих отдохнуть от нашей мрачной действительности и развлечься. Например, замечательная развлекушка-аттракцион ТОП-10 пыток в аниме. Очень вкусно. Или как вам такое? Тир «Убей коммуниста» со знакомыми нам всем лицами. И чтобы вы до конца ощутили мекотку, галерея «Инсталляция чудеса убийств», где глава хозяина парка оправдывает войну и рассказывает о ее крутости, стараясь продемонстрировать это наглядно. Hi, I'm Ike, the owner of the Midway, and it's my pleasure to introduce you kiddies to the miracles of modern warfare. There's only one word that works in this world, and that word is power! And the pathway to power is always the marvels of mayhem! Carnivorous canines scourge crumbling China. Madrid kids shocked by shells from hell. Eager-eyed Italians eradicate exposed Ethiopians. Но не подумайте, что фокус игры сосредоточен на этой теме. Нет, это лишь фон, лейтмотив, рамка для картины, дающая вам сходу понять, что нихуя-то мы с вами не в сказочке будем играть, уважаемые! Помимо аттракционов, вам на пути будут встречаться разные люди, с которыми вы можете либо покалякать, либо, внимание, поменяться с ними телами и отыгрывать совершенно другого персонажа, ЧЗХ! Если же не торопиться меняться со всеми подряд сущностями и просто ходить и общаться с окружающими ртом, то мы можем получить от персонажа неожиданную порцию душеизлияния и небольшую депрессивную интермедию о его жизни. I'm going to tell you a story, Timmy. All about a poor, sad little boy. You know, what I always really wanted to be was a country and western singer. It's all about bow wows. Bow wows and boys, boys. And it all started with Daddy. Странно. Вроде наш герой выглядит так, а не вот так. Ну да ладно. Если у вас есть руководство к игре, то вы поймете это сразу. А если нет, то спустя парочку перемещений по телам вам придет понимание того, что здесь есть определенный набор героев, у которых разные сюжетные линии, но они, так или иначе, связаны друг с другом. Это мальчик Тимми, управляющая парком девушка Дикси, налоговый инспектор без имени
единственная оставшаяся актриса из театра уродов Лотти, ее сыночек Тед, у которого определенно течет колпак, хозяин парка аттракционов Айк, какой-то мужик Джоко, стриптизерша-собачница Дагмар, местный держатель крысиных гонок Отто и его крыса Оскар. Есть еще эта дура, но она выполняет здесь скорее техническую функцию и не является игровым персонажем. Если к ней подойти, она хрюкнет какой-то бессвязный бред, и ничем вам этот скрежет гвоздя по тарелке в понимании вещей, увы, не поможет. Все ясно. Почти у каждого героя здесь есть явная или не очень цель, и если вы не успеете достигнуть ее в срок, то увидите, как персонажи постепенно начнут умирать у вас перед лицом в горячечных конвульсиях. Чего? All good things must pretend. Wow, what a great place. I have to come back here tomorrow. В общем, все умерли. Только что вы увидели концовку, которую я выбила самой первой, играя за мальчика Тимми. И как ни странно, это единственная концовка, которую вы можете получить за этого персонажа, потому что Тимми, ввиду возраста, не имеет еще цели и тупо чилит в парке, пока не истечет время посещения и все не умрут. Поэтому он идеальный герой для изучения местных достопримечательностей, историй и интермедий. Он единственный из действующих лиц, с кем на контакт идут почти все, и он единственный, кто может бродить здесь безопасно. Безопасно? О да! Все взрослые персонажи имеют цель, но также и имеют риск быть убитым в неожиданном месте здешним ёб твою мать маньяком, появление которого каждый раз рандомно. Goodbye, my friend. Goodbye. Этот момент превращает прохождение этой игры в тот еще сапер или русскую рулетку. Сохраняться здесь нужно постоянно. То маньяк выскочит, то персонаж нужный не появится, потому что вы время, например, просрали, то умрет у вас на глазах и квест провален. Вообще нормально так в парке аттракционов пофлексили? Челово? Хайпово. Что же представляют из себя другие персонажи? Дикси стала управляющей Мидвея вынуждена. Настоящий управляющий этого места – ее муж Айк, и его основная характеристика в этой игре – фашист. После несчастного случая он впал в кому, и теперь все счета, проблемы и задачи пали на плечи человека, никогда этим ранее не занимавшимся. Дикси просто не имела опыта в таких делах, а ведь все, что она хотела в жизни – это петь кантри и задуплить Личинтуса. Но что-то как-то с этим тоже не задалось. After I got up from a nap and seen he was gone, I ran out and tripped over that damn guitar and fell down the stairs and lost my baby. Теперь же в Мидвей прибыл налоговый инспектор, одержимый идеей нерушимости и величия правительства США. Timmy, do you love your country? Yes, sir, Mr. Government Man. That's good, Timmy. Он потрошит с Дикси все налоговые квитанции за последние 5 лет, а та ни о чем в хуй не дует и паникует. But my husband Ike, he always took care of all that stuff, and now he's sick in bed with a bad coma. I'm sorry to hear that, ma'am, but that's not my problem. You've got 2 hours before I shut this place down. Параллельно с этим по парку носится мерзкий, суетной и скрипучий мужик Отто. Он ищет свою сбежавшую крысу и шантажирует Дикси каким-то очень-преочень личным письмом, внося в голову девушки еще больший бардак и панику. You know what I'm gonna do with that
Единственный, кто поддерживает Дикси в этой хуеверте жизни, это деревянная Лотти, которая в какой-то степени является ее сестрюней по несчастью, ведь она сама добровольно сдалась в цирк уродов после того, как ее мужа придавило насмерть деревом, и поэтому она сама стала деревом. Не спрашивайте меня, не я это писала, окей? Сдалась она сюда не одна, а со своей сынкой-корзинкой Тедом. У Теда же из-за детской травмы от пиздюлей папаши сбились системные настройки, и котелок перевернулся на 180 градусов. Единственное, что любил Тед в отце, это его коллекция бабочек, а поэтому тот, подрастившись, спалил дом отца нахуй и стал собирать такую же свою, только не из настоящих бабочек, а из жести разного калибра. Мусор, трупы животных, куски людей, говно, хер и так далее. Также по парку шастает местный аналог Сильвестра Сталлоне, Джеки, который под предлогом поиска работы на самом деле ищет золото, которое, как он убежден, спрятано где-то здесь, в Мидвее. Дагмар — это местная стриптизерша-дрессировщик, которая всех своих бывших мужиков набивает как татуировку собаки на своем теле. Можете представить, какую активную потолочную жизнь ведет эта особа? Свою привязанность к мужикам та пытается компенсировать барбосами. Но мужское чресло собачьим не заменишь, как говорится. И та все равно остается несчастной. Ну, кто еще? Еще крыска Оскар остается. Она бегает по парку и пищит так, по-назгульному, знаете, неприятно. Если бы эту игру сегодня можно было бы запустить без трехэтажных сальто и жертвоприношений, например, то я бы, наверное, на этом и закончила свое описание персонажей и пригласила бы вас самостоятельно поиграть в эту игру. Но тут тот случай, когда мне легче будет вам обо всем рассказать своим ртом, а вам будет легче меня послушать, чем копаться в этом своими руками долгие часы. А возможно, мне просто очень нравится рассказывать про игры от начала до конца, и ничего ты со мной не попишешь! Сразу отмечу, что мне пришлось иметь дело с двумя разными версиями игры. Оригинальный и переведенный на русский язык пиратами. И если вы все-таки решите потрогать эту игру не через ролик, а своими руками, упаси вас, Боже, установить русскую версию, потому что она нахер сломана. И несмотря на то, что я сама с английским не просто на «вы», а на «обосы, но не бей», я предпочла посидеть попереводить, чем есть этот плохо переведенный суп из окурков. Начнем с того, что она по какой-то причине напрочь лишает тебя козырной и важнейшей фишечки местного интерфейса. В оригинальной версии внизу экрана появляются разрозненные мысли героя, иногда реагирующие на события, но чаще всего всплывающие сами по себе. И, соответственно, у каждого из них мысли и их язык отличаются. И эта идея потрясающая! Она мало того, что помогает лучше понять персонажа и его бэкграунд, так еще и дает понять, что конкретно тебе нужно сейчас делать, потому что герой, очевидно, сознательно думает о той вещи, которая для него сейчас важна. Эти мысли являются неотъемлемой частью нарратива и постоянно заполняют игровой процесс информацией, не давая игроку заскучать даже на моментах застревания. А в русской версии, получается, думать не принято, поэтому подсказок не будет, и вообще экран здесь просто так наполовину обрезан, пошел нахуй! И мне не повезло начать играть с подобным лишением, ведь игра и так не особо любезно вводит тебя в курс дела, а тут это вообще воспринимается как попытка выяснить у умалишенного, как будут работать суды при анкапе. Да, примерно так. Во-вторых, чего я еще, конечно, ожидала от пиратского перевода, но игра, разумеется, переведена и озвучена плохо и преимущественно неправильно. Ничего, тебе я не заплачу. А в этой игре, между прочим, как и в Даркае, ебейшая озвучка. Голоса и в той, и в этой игре — это один из ключевых столбов формирования той атмосферы, которая выстраивается сеттингом и окружением. Ну, вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но
по сути, вкусно. В-третьих, не знаю, баг это DOS-бокса или игры, или чего, но эта версия игры тупо пропускает большинство реплик, необходимых для связанного разговора. Вот, попробуйте понять, что тут за хуепутало происходит. Здрасте, мэм. Я Тимми. Вы из Техаса? Я всегда хотел побывать в Техасе. Конечно, можно, Тимми. Какого хрена здесь происходит? Ну и, конечно же, в значительном количестве кат-сцен звук как таковой вообще отсутствует. Потому что, я не знаю, чуваки, если вам было так лень переводить, то вообще нахрена вы за это взялись? Дурачки, что ли, совсем, блин? Ну да ладно. Что в Даркае, что здесь, я остаюсь в полном восторге от возможности посмотреть на одну и ту же историю с разных точек зрения. И то, что было мало понятным за одного персонажа, раскрывается за другого. И с каждым прохождением появляются новые ответы, подробности и детали. И если пройти эту игру, так сказать, на 100%, то складывается довольно двинутая, но интересная картина. Пожалуй, разматывать этот клубок стоит начать с хозяина парка аттракционов Айка, предпринимателя, инвалида и закоренелого фашиста, убежденного в том, что сила не в правде, а в силе. Айк использует свой парк аттракционов для продвижения своих идей и постройки своего идеального арийского мира. И когда-то по ходу они вместе со своим дружищей Джоко хорошо вели тут дела, пока Айк не встретил Дикси. Ввиду своей юности и легкости на подъем, она выходит за него замуж за какие-то 2,5 недели знакомства и обращает на себя внимание Джоко. Джоко, придерживая своего питона в мешке, скрылся в туман, а с Айком происходит несчастный случай. Каким-то образом он умудрился пёзнуться со своего инвалидного кресла в огромный чан с кислотой, стоящий у него посреди мастерской. Стоп. Зачем ему кислота посреди мастерской? В огромной такой кастрюле без крышки. Чёрт. Среди персонажей же нет ни одного еврея. О, нет! Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Получив множественные ожоги, Айк впал в кому, и теперь всеми руководящими делами приходится заниматься Дикси, по сути, еще малолетней тупилке. Но Дикси, походу, взяла клитор в кулак и не отчаялась. Она, по крайней мере, попыталась не прохрюкать бизнес мужа и вести дела так, как ей позволяют ее системные требования. Мы не знаем, сколько времени Айк лежит в коме, но нам дают порулить за Дикси в момент, когда она уже не девушка и у нее примерно все на мази. Однако усталость уже дает о себе знать. You look a little tired, though. Goddamn right. Ее мысли и поступки так и дают понять, что она скучает по мечте стать певицей, она все еще хочет детей, и вообще, ей крайне не хватает кое-чего мужского, крепкого и твердого. И это что-то... Сильно предполагаю, что именно из-за этого она устраивает на работу какого-то мужика Джеки. Блять, кто это? На кого он похож? Не припомню. Новый персонаж, наверное? Ну, совсем не Джоко. Ну ладно, справедливости ради, мы как игрок еще не знаем про существование Джоко. Вот, мы видим Джеки, типа, вот, Джеки, персонаж. Про Джоко не знаем, вот. И если честно, я в английском не сильна, но, по-моему, у Дикси уже есть пробитие, и она так и пытается запустить этому совсем не Джоко краба в трусы. And that's the way I've been feeling till you showed up, Jackie. Now you come see me if you have any kind of problems at all, okay, honey? Hi there, Jackie. How's your hammer hanging, hun? Ну ладно, не будем отправлять ее в Хорни Джейл, понять можно.
Как я уже говорила раньше, сюда же добавляются обстоятельства типа жирного черта Отто, который чем-то шантажирует Дикси, и налогового инспектора, который говорит, что дальше вы не пройдете, пока не отыщете бумаги. Так и вырисовывается цель для этого персонажа – найти налоговые квитанции. И если не знать, где искать эти бумаги, и искать там, где подсказывает, знаете, логика, а не сердце, то бумаги вы не найдете, но обнаружите интересную запись с камер наблюдения. Оказывается, Отто, крысюк такой, однажды нашел письмо, которое Джоко, бывший друг Айка, написал Дикси. Исходя из содержимого письма, можно сделать вывод, что Джоко – это альтернативный местный Ванамас. Он убежден, что Дикси шпачиха вожделеет его и не может быть с ним из-за биокарлика Айка Чакеллы. А поэтому Джоко Намас решил, что избавится от Фашика, подстроив несчастный случай, и, наконец-то, раздвинет горизонты своих возможностей. Вот. Именно этим письмом Отто и шантажировал Дикси все это время. Могли бы вы подумать, что запуская игру с такой обложкой, вы окажетесь вот здесь. Но это еще не весь клиффхенгер для зрителя. За спиной у Дикси уже подкрался новый. You ain't seen no papers like that around here, have you, honey? No, I can't say that I have, but there is something that I want to show you. Jocko, you piece of puke! You're lowering a bug on the bottom of a grave robber's boot! You tried to kill my husband! And now that sewer-sucking scum Otto is trying to blackmail me with that letter you wrote! And I didn't even know nothing about it! Джоко, очевидно, не был в курсе того, что его письмо теперь сквозь карман греет волосатую ляжку Отто, и в результате он теперь крайне тупо что-то там мумит себе под нос про то, что он пук-пук был неправильно понят. А Дикси в своем познании уже настолько преисполнилась, что шлет Джеки Джоко в Сауроне око и продолжает искать бумаги. Но не поверите, бумаги за этого персонажа вам найти не суждено. Вместо этого вы найдете дневник Айка, где говорится, что тот, наберите воздуха, только притворялся парализованным и все это время мог ходить. Я турецкий сериал смотрю или в игру играю, чё? Честно говоря, я до сих пор не могу полноценно понять, почему. Но, судя по всему, он делал это для того, чтобы Дикси с него не клянчила детей, не ебала ему мозг и окружала его заботой, пока тот экономит силы для борьбы за правду и за чистую кровь. Именно нахождение дневника ведет, видимо, к хорошей концовке Дикси, где та, хоть и извергает из себя по отношению к Айку ряд претензий, но признает, что без него уже не может и готова измениться ради него и их семейной жизни. Она уже на последней границе отчаяния. По диснеевскому волшебству Айк именно сейчас выходит из комы, и влюбленные воссоединяются. Дикси все прощает, Айк не вдупляет, а я в ахуе. Где-то там, за кадром, Дикси умудряется записать и продать пару своих песен. Когда она это сделала, я не знаю. И теперь они оба собираются построить новый, но уже правильный парк аттракционов на вырученные деньги. I can see it all now, Dixie. Kitty Clan Country! We'll build it in Idaho! All the kids can put on white hoods and robes, and as soon as they enter the park, well, the first thing they'll see will be a huge Ferris wheel with a giant burning cross in the center. And we'll sell Grand Dragon dogs and huge Imperial Wizard burgers at the concession booth. Maybe even have cotton candy stand. It's gonna be great, Dixie! Соответственно, линия Джока посвящена тому, что тот вернулся в Мидвей, чтобы найти золото, сюрпризно заявиться перед своей кыской-мурыской и забрать кассету видеонаблюдения с инцидента в мастерской. С чего он взял, что Дикси ему даст? Не знаю. С чего он решил, что Дикси ему даст кассету? Не знаю. Дурачок, вероятно.
Откуда золото, из чего он взял, что оно вообще тут есть, пожалуй, главный твист его арки. Но, как мы уже видели, Дикси не особо была рада его видеть, золота нигде не видать, а кассеты вообще на месте не оказалось. И пропажа кассеты выбивает Джока из колеи, и он бросается на ее поиски. Где же может храниться кассета с записью вероломного почти убийства? Кому может быть приятно пересматривать записи с жестоким пиздецом раз за разом? Есть ли маньяки в этом чате? Интересно. Да, точно, есть! Это Тед. Тед на репите смотрит этот фрагмент, где Джока привез на кресле-каталке Айка в его мастерскую и как-то поднял его на кресле-каталке по лестнице, ладно. И, как и положено злодею, рассказал свой хитрый план. Однажды Айк, как я понимаю, неудачно пошутил про золото Мидвея, а тупорез Джока воспринял это за чистую монету, и он решил найти его любой ценой, а потом еще и заполучить его жунщину, потому что нечего жировать буржую-инвалиду, а поэтому он накачал фашиста наркотиками, переоделся в его одежду и собрался, тоже если я правильно понимаю, сварить того заживо в кислоте, а себя изувечить, чтобы первый труп никто не нашел, а лицо Джоко стало малоузнаваемым. Тогда бы он выдавал себя за Айка и легально бы тискал тяночку под пледиком, между делом продолжая поиски сокровищ. Звучит как отличный сюжет для новой Нэнси Дрю, кстати. Но вот террас, Айк, пидорас, очнулся и, о чудо, встал на ноги, зарядил леща тому промеж зенок, и в итоге все пошло не по плану. Джоко, походу, сломал ногу, а Айк пострадал, но остался живой, обломав все планы в аномасу. Вот такая вот адская кухня. Тед выдает рецензию на только что просмотренный кинчик и, как понимающий человек, резюмирует. You don't have the guts, Jocko. Why, you... You're a loser, Jocko. A pathetic, pea-brained and all too ugly loser. Все, это база. И это главное. А вот следующие кадры я не знаю, как прокомментировать, меня такому в вузе, увы, не учили. A rat. Yeah, I hate rats. They're so ugly. I hate them. I hate them. Это не база, это так. You creep, you twisted little creep. Duplicate, duplicate. Далее он говорит мальчику Тимми, что собирается взорвать это место к чертям. Полагаю, чтобы не искать оригинал кассеты. Ну, я бы поступила так же. Но потом приезжают менты, и оказывается, что либо Тед в предыдущей кат-сцене напиздел... Private person like me would never tell anyone's secrets, Jocko. Not to my mother or the police. Либо, чудо сценарное. О. Далее. Отто – жирный неудачник и гондон, и он об этом и сам прекрасно знает. Он никогда никому не нравился, и заслужить нормальное отношение к себе ему было абсолютно нечем. Над ним все ржали, кекали и хехали. Он находил себе друзей компанию не среди людей, а среди грызунов и крыс. Он и сам своего рода крыса, потому что, зачем-то заведя жену с ребенком и ведя свой жирный и гондонский образ жизни, он в какой-то момент решил, что ебал принципы в принципе, и бросил все, как среднестатистический батя-путешественник за сигаретами. Тогда-то он и решил, что его теперь будут звать Отто. Отто Гослинг. Отто — это круто и брутально, а Арнольд, его настоящее имя, это для Пориджей Сойджаков Либерах. На Мидвее Айк поручил Отто заправлять гонками крыс. И тут и произошла любовь крысы и человека. Крысюк Оскар стал лучшим и единственным другом круглого альфача. Он даже сожалеет, что его жена не была похожа на Оскара.
Интересно, он эту крысу трахает? Не знаю, но то, что он ее заебывает, это точно. Here it is, right on, the home of Oscar the racing rat. Bet on a rat, win a rat, right here, the home of Oscar the racing rat. Ну вот те раз, в какой-то плохой для Мидвея день крысюк кусает хозяина и убегает в неведомые дали. Видать, сексы были по несогласию одной из сторон. Отто Арнольд дико верещит и, брызжа слюной, бегает по парку в поисках питомца. Вскоре экран краснеет все сильнее и сильнее, а герою хуевеет. В результате неизбежная смерть. Ебать! Это же крыса! Крыса разнесла чуму по парку, поэтому все и умирают. Не знаю, связано это или нет, но на крысе красный колпак палача, и болезнь проявляется у персонажей также через покраснение путки, ёб твою мать! Хотя у меня есть подозрение, что заразить она успела только Отто, а тот в суете, бегая и встречаясь с персонажами, заразил всех остальных. Или нет, не знаю. And if you're nice, I just might tell you about that bad bulldog Bruno on my breast. У Дагмар или Дагмар у единственной как таковой нет концовки, и это крайне странно, как будто бы игра маленько недоделана. Может быть, я ее просто не нашла, но ничем, кроме как смертью, ни одна моя попытка не закончилась. Но, возможно, это все потому, что она напрямую связана с веткой инспектора. Этот клещ бегает по парку и со всех трясет документы, справки из счета, душнит про могущество Америки и взрослым и детям, и шило в жопе не дает покоя ему самому. За него особо интересного ничего и не происходит, кроме постепенного увлечения стриптизершей Дагмар. I'm from the IRS, ma'am. Could I see your tax return? Sorry, big boy, but it's not on me. But if you come to my show a little later, I could find it for you. В определенный час, зайдя к ней в шатер, инспектор признается, что та разбудила в нем давно забытые чувства. Ведь когда-то он даже был похож на человека. Он жил как нормальный человек и вел себя подобно нормальному человеку. Ведь у него было кого любить – свою собаку. Но потом ее сбил какой-то хуй, опаздывающий на совещание и нарушавший ПДД. Тогда-то Таракан решил, что когда вырастет, будет работать в органах и не допустит впредь нарушений закона и порядка в своей великой стране. В общем, его концовка заключается в том, что Дагмар и инспектор решили пожениться на почве собак. Your government needs you. Последний игровой персонаж – Тед. Что касается Теда, так по мне, это самый интересный местный персонаж. Под давлением своего травмирующего детства его восприятие искажено и болезненно. Childhood is a terrible thing, Timmy. Чего стоит только тот факт, что он считает всех вокруг уродами, а свою деревянную мать красивой. А она, между прочим, единственный фрик в Мидвее. С годами у местного Раскольникова выработалась собственная шизотеория. Тед ненавидит все уродливое и боготворит все красивое. Он считает, что внутри всего уродливого кроется красота, и ее нужно высвободить путем немедленного умертвления страшного ебала. Поэтому-то он и бродит по парку, выбирая себе жертву, полагаю, что для новой бабочки в коллекцию, и своим видом он до усрачки пугает всех остальных персонажей. Мысли его спутаны, полны тревоги и депрессии, и если все в парке умрут от чумы, оставив его одного, то произойдет следующее. I'm sure you have no idea why I'm subjecting you to this seemingly cruel and heartless death. Please understand. I take no personal pleasure from the infliction of pain, but I do abhor ugliness, and you are ugly. Ugly in the feelings found in your soul, ugly in the thoughts that make up your mind, ugly in the aches that you hold in your heart. But I will liberate you from all this ugliness.
I will deliver the peace and serenity unavailable in this cesspool of slime we call a world. It won't last long, and please, feel free to let your mind scream. Death is beautiful. I can only envy your impending freedom. Goodbye, my friend. Goodbye. Предполагаю, что Тед искал смерти скорее для себя самого, нежели для других людей, видя в самом себе то самое ненавидимое ему уродство. И вот эту потребность в красоте он реализовывал не через селф-харминг, а через убийствование других уродцев, которых здесь предостаточно. И это очень интересно, что все взрослые персонажи здесь действительно не без греха, и если не уродливы внешне, то точно имеют внутреннее уродство. Инспектор – фанатик, Отто – крыса и мерзавец, Джока – подонок, Дагмар – вынужденная шлюха, а Дикси… да вот на самом деле хз, что с Дикси не так. Может быть, ее проблема в том, что она положила свою жизнь на алтарь служения своему мужу, терпила и не выходит из состояния жертвы. Сложный вопрос, сложный. Единственный, кто в этой игре не имеет риска заболеть или быть убитым, это Тимми. Недаром даже в руководстве к игре сказано, что Тимми невинный ребенок. Он еще не успел набраться грязи этого мира и пока что просто искренне радуется жизни и реагирует на весь окружающий его звездец очень по-детски. Так что мы можем заключить, что Мидвей — это не просто парк развлечений, это в какой-то степени круговорот преступлений и наказаний, и очень многогранный образ. И если вы думаете, что на этом интересные наблюдения закончились, то ни хера-то подобного. Помните, я вам обещала пропитчить, почему весь бред и безумие этой игры в тему и способствует раскрытию ее замысла? Так вот. Не знаю, намеренно или нет, но эти чуваки создали историю по всем своим критериям, передающим суть драматургии абсурда. Театр абсурда в свое время возник как рефлексия на тему Второй мировой войны, и его сутью было высмеивание реальности как таковой. Ведь жизнь жестока и бессмысленна, зачем нам показывать жизнь такой, какая она есть? И вот само знание того, что по сути мы с вами посмотрели не просто набор бессвязного бреда, а коснулись какой-то драматургической мысли, завернутой в бред от глаз нормисов и зевак, уже делает эту чепуху особенной. Вот, посмотрите, например, критерии театра абсурда. Первое. Нет посредственных персонажей. Они все до единого уникальные и яркие. И ввиду того, что уникальны они все, получается так, что не уникален из них никто. И они в своей всеобщей исключительности сливаются в единую массу и, соответственно, становятся серыми. Второе – внушение чувства дискомфорта. Это делается разными способами, и сломом причинно-следственных связей, и образами, и ассоциациями. А здесь, я думаю, все очевидней некуда. Я лично просто жесть как ловлю эффект зловещей долины. Но именно это ощущение придает дополнительное содержание игровому опыту. Третье. Сквозь все повествование проходит тема смерти. А этих смертей в игре вы сами видели, как щедро отсыпано. Потому что жизнь бессмысленна и так или иначе ведет к смерти той или иной. Мы можем только ненадолго отсрочить ее или приблизить. Четвертое. Кольцевая композиция. Как бы вы ни прошли игру, Тимми в конце каждого трая говорит следующее. Wow, what a great place! I have to come back here tomorrow. Что как бы намекает нам на замкнутый круг происходящего. Это колесо сансары. Завтра произойдет тот же Мидвей. Вновь будет жизнь и вновь будет смерть. Только они будут уже другие. Да что уж там, даже театральный принцип единства места, времени и действия на месте. И вот вам рефлексии на тему политики и военных действий. Блин, да если сам факт того, что инвалид-колясочник-фашист в коме является хозяином парка развлечений, вам не кажется эталонным абсурдистским символом,
то я даже не знаю, что еще и сказать. Деревянная Лотти, прежде чем танцевать, снимает с себя ноги! Снимает с себя ноги! И справедливости ради отмечу, я не фанат театра абсурда. Но не признать его значимость и нужность я не могу. И, соответственно, если бы не совокупность этих наблюдений в игре, я бы ей, конечно, так легко не простила такой тяжелый порог вхождения и абсолютно нечеловеческий сюжет. Такая вот многогранная игра Midway, которая может вызвать какие угодно чувства, кроме равнодушия, и которая может стать крайне интересным предметом для обсуждения в кругу ценителей и понимателей. You don't ever really win. I don't know if I'm giving something away here, but this is definitely a game, but it's an anti-game. It's a game you will never, ever win. А ведь я планировала быстрый и проходной ролик, ёшки-говёшки. Я надеюсь, что вы еще не устали, потому что сейчас я расскажу вам об одной из самых интересных, ебанутых, загадочных, экспериментальных, авангардных музыкальных групп 21 века. Из всех, что когда-либо существовали! Честно говоря, эта четверка поразила мое воображение. Чтобы вы понимали, резидентам уже более 50 лет, и они 44 года сохраняли анонимность своих участников. Они скрывали свои имена, лица и даже отказывались давать интервью. Про них до сих пор вообще мало что известно, и это восхищает. Основным визуальным образом и визитной карточкой группы стали глазные яблоки в цилиндрах, что позволяет мне немножко подмазаться к их творчеству и заявить, что я в какой-то степени их творческий родственник, знаете ли. Если начать смотреть их клипы без подготовки, честно говоря, можно поймать вайбы тех самых снов при температуре 39, когда вы в горячечном бреду видите, всякое. Here I come, Constantinople, here I come, Constantinople, I am coming, Constantinople, here I come. This is a man's world. Called my friend a picnic boy, said he was too fat. Цитата. Их музыка столь же безжалостна, сюрреалистична и удивительна, сколь и визуальные элементы шоу. Когда музыканты соединяют все элементы воедино, получается поистине уникальный концерт, который отличается от любого другого шоу, которое вы когда-либо видели. И я согласна, их музыка действительно бескомпромиссна, самобытна и уникальна. Я в свое время думала, что одна из моих любимых групп Кассиопея сумасбродная и странная, но она не идет ни в какое сравнение с жителями. The Residents являются культурным явлением и войдут в историю как деконструкщики жанра, как сочетатели несочетаемого и неудержимые новаторы. Неоднозначные новаторы и редкостные наркоманы. И я тут еще могу наблюдать у них некоторую заинтересованность Третьим Рейхом, которая, судя по всему, и портит имидж этой группе. У них целый альбом так называется. И это, конечно, многое объясняет, но я сознательно не буду касаться этой темы. Ясно? Все. А еще у них... Стоп. Что? ЧЗХ? Вормвуд? Что? Так, это уже дело принципа. Причем здесь канал Вормвуда? Алло? Алло? Алло, Вормвуд? Здорово, Вакшан, здорово. Ты как связан с резидентами, черт тебя дери? Отвечай, ты фашист? А откуда ты думаешь, в игре появился тир «Убей коммуниста»? Ах ты радикал, да все с тобой ясно, до свидания. Ленин хуй соса. Ой, не подписывайтесь на его канал. Как мы можем наблюдать, визуал для жителей был не менее важной составляющей их композиции, нежели звук. Кто знает, раз они создавали такое шоу и так увлекались Третьим Рейхом, может, кто-то из них и действительно шарил за театральные направления, и, может, все-таки их дальнейшая игра действительно берет свое начало из абсурдистской драматургии. С 1970-х они ограничивались лишь театрализованными представлениями, а с 91-го года начали использовать технологию CD-ROM, чтобы совмещать музыку и визуальные эффекты.
Как вы уже поняли, для этих ребят было характерно искать способы выебать действительность, страхнуть нормальность, перевернуть стереотипы и презентовать себя в новом ключе. Поэтому в 1994 году они и выбрали такой необычный способ презентации своего нового альбома Freak Show. Они сделали это через одноименную игру, которая является идейным прародителем игры Bad Day on the Midway. Фу, прикол! Так почему бы нам не глянуть на нее одним глазком? Игра на самом деле простая, как палка. Но если вы посмотрите на эту палку повнимательнее, то внезапно осознаете, что живете в обществе, и все не так-то просто. По сути, мы простой посетитель цирка уродов. И все, что от нас требуется, это смотреть на уродов и слушать музыку. Hurry, hurry, right this way to the world's most disturbing collection of human oddities. Here's Harry. Harry the Head, formerly known as King of the Freaks. It's Wanda. Wanda the Wormwoman. It's Jelly Jack Wormworm, Bouncing Benny. Среди них, кстати, числятся и сами The Residents, что вызвало у меня искренний кек вслух. Вот это искусство! Вот ради этого стоит жить! Ну что ж, зрелище в этом цирке просто пиздец, а музыка, как и полагается, бескомпромиссно ебанутая, и я бы даже сказала, садистская. Так, ну посмотрели мы шоу. При желании послушали и почитали про настоящих уродов в палатке маринованные панки. Посетили магазин мерча и музыки. А что дальше? А дальше вы можете либо уйти, либо можете попытаться пролезть туда, куда не положено, и изучить закулисье подобных шоу. Я не буду подробно расписывать каждого персонажа и каждый фургончик, ролик уже и так длится слишком много, лишь отмечу общую закономерность. Как только шоу заканчивается, фрики возвращаются к своей жизни, и у них все ни хрена не радужно, надо сказать. У нас есть возможность залезть в фургончик каждого артиста и даже ведущего и посмотреть, чем они живут. Ну и послушать про каждого из них песню в телевизоре. Это все-таки презентация альбома, как-никак. Шпрехшталмейстер, например, выпивает и жалуется, что раньше был превосходным дрессировщиком тигров, да и вообще забил хет-трик в турнире финала «Кожаный мяч». И для каждого участника шоу характерна эта усталость и разочарованность в жизни. А в фургончике короля уродов Гарри Головы вообще можно откопать охренительный комикс авторства Брайана Балланда, в котором рассказывается история Гарри и затрагиваются другие персонажи. Я комиксы люблю и уважаю, и поэтому я суетнулась, и мы с Тимуром Ахмадулиным, который Джо Харди, перевели его на русский. И переведенный нами комикс вы сможете найти по ссылке в описании. Гризельда, тупая ты шлюха, я не хочу твою вагину! Дай мне кисти, я хочу рисовать! Когда вы все изучите и посмотрите, останется только развернуться и уйти. И чтобы вы окончательно осознали, что не на экскурсию сходили, вас тормознет по дороге мистер Житель в цилиндре и кинет вам в экран мысль Тайлера Дёрдена. Жизнь, она как шоу уродов, потому что никто не смеется, когда уходит. Мысль глубокая, достойная лучших философов этого мира. Но само ее наличие лично мне подтверждает, что во всех их песнях и играх все-таки есть смысл. Просто жители не стали в каждом своем творении кидать нам эти выводы в лицо и предоставили нам возможность откапывать эту истину самостоятельно. Ну или я сейчас бесплатно придумала им охуительное оправдание для дальнейшего употребления наркотиков. Я не знаю,
Осуждаю. И теперь очевидно, откуда у Bad Day растут ноги. Акцент на историях персонажей, фрики, желание вырвать игрока из зоны комфорта и немножечко попотрошить его – все это характерно для творчества жителей. Bad Day on the Midway – это все тоже фрик-шоу, только здесь фрики теперь не такие буквальные и прямолинейные. Мысль стала глубже, и уродство теперь берется не только внешне, но и внутренне. Но не одними жителями едины. Крутость Мидвея – это не в меньшей степени заслуга и самих Inkscape. Напоминаю, что Даркай они сделали без их участия, а до Мидвея у них вообще вышла вот эта штука, что все так же напоминает наркотический припадок. Исходя из интервью и моих наблюдений, я предполагаю, что хоть сколько-нибудь человеческие элементы истории и основные механики подсказаны все-таки инскейпами, ведь благодаря им игра Bad Day on the Midway на фоне фрик-шоу куда более доступны игрокам к освоению, как это не парадоксально. Так что они тоже молодцы. Эти две игры положили начало одержимости за Resident с новыми компьютерными технологиями в 90-х годах, и большая часть музыки была создана с помощью различных MIDI-устройств. Так что ребята нашли для себя новый способ, как сношать неподготовленные умишки и стебаться над действительностью. Неимоверно подкупает то, какую атмосферу они создали вокруг себя. Загадочность, нелогичность, недоступность и неприступность создают ощущение, что смысл во всем этом безобразии есть, но он не для всех. В этом-то и есть его ценность, потому что его скрывают. И если ты его не разглядел, то, возможно, он и не для тебя. То, что их личности так долго являлись секретом, лично для меня говорит о том, что они ставили творчество выше собственного эго, и поэтому оно такое особенное. В общем, я на этих ребят подсела и рекомендую вам прослушать хотя бы парочку их композиций. И не знаю, пригодится ли вам эта история о группе глазоголовых безумцев, но я лично очень рада, что о них узнала. И рада, что о них теперь узнали и вы. С вами была Вокша. Подписывайтесь на канал, на Discord, ссылка в описании, Boosty у нас еще открылся, на паблик обязательно и на Telegram-канал. Счастья, удачи, лохов побогаче. Всем пока!